Приветствую, друзья! Сразу же после обзора относительно дорогих наушников KiwiEars Orchestra Lite хочу обратить ваше внимание на их куда более дешевых собратьев от компании ТКЗК. Базируется Uranus на одном единственном 10-мм динамике, достойно выглядят и, как для своей цены, очень неплохо звучат. О них сегодня и говорим. Поехали! Пришли наушники в небольшой по габаритам коробке с наименованием модели, с заводским графиком АЧХ и перечнем их технических характеристик, в числе которых отметим 10-мм динамик с импедансом 32 Ома и чувствительностью 110 дБ. В комплект нам положили инструкцию, приятный на ощупь мешочек и два набора силиконовых амбушюр. Мне больше понравились серые, но и с красным сердечником тоже весьма неплохие. Кабель выглядит достойно, гибкий, витой, на вилочных коннекторах 0,78 мм и сопротивлением на общей жиле в 0,356 Ома, а на остальных в 0,820 Ома. Да, не идеально, но как для своей цены вполне приемлемо. Сами чашечки на фоне KiwiEars Orchestra Lite довольно-таки компактные, с двумя компенсационными отверстиями, металлическим звуководом и темной такой текстурой на внешней части, поверх которой производитель, конечно же, разместил свое наименование ТКЗК. Сидят наушники удобно, да и звукоизоляция тут на высоте. Вот так, друзья, это все и смотрится. По измерениям у нас чуть более длинный относительно нормы импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,5%, что весьма достойно. Фаза ведет себя абсолютно корректно, а затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 80 и 99 миллисекунд с незначительными возмущениями на краях диапазона. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 7 дБ с правильным заходом на середину, чуть более выразительное выделение области разборчивости и пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего нам подсветили еще 12,5 кГц, дабы вернуть в звук немного воздуха и подсветить перкуссионные моменты. Абсолютно универсальный график, способный порадовать ценителей практически всех музыкальных направлений. Со сменой амбушюр тут, как обычно, ничего не меняется. По звучанию, как я уже упоминал, герои обзора мне очень напомнили шикарные предтоповые наушники KiwiEars Orchestra Lite. Понятно, что здесь у нас один динамик против 8 арматурных излучателей KiwiEars, да и ценник 4000 против 20 тысяч уже о многом говорит. Однако общий характер у них действительно схож. Столь же подчеркнутая мелодичность, насыщенность, экспрессия и правильный баланс частот. Высокие тут также отведены на второй план. Серединка певучая, массивная, а бас даже сочнее и глубже, чем у оркестра. Общая прорисовка, конечно же, заметно ниже, да и правильным образом передать оркестр Uranus, увы, не способны. Впрочем, это и так понятно вследствие разных ценовых категорий. Однако не хочу, чтобы возникало непонимание относительно разброса их по уровню. Для своей цены звучат ТКЗК просто превосходно, но это не то же самое, что Moonlight, Hook X или те же оркестра. Главное же, что лично меня располагает героем обзора, это подчеркнутая лиричность модели. Музыка наделена акустически правильным телом, с объемом, глубиной и ощущением той самой заложенной в трек энергетики. Согласен, не все тут четко и прозрачно, довольно среднее разделение, да и прорисовка не сказать, что на высоте. Однако при всем этом музыка здесь реально звучит. Ее хочется слушать, ей хочется подпевать, и что намного важнее, она дает тот же приятный комфорт, как у Orchestra Lite. То есть ничего не пилит, не режет и не сыпет ни в какой мере. В сравнении с HZ Sound Heart Mirror Zero у последних гораздо лучше разрешение, но они заметно тоньше в плане массы, а баланс прямо сильно смещен в сторону высоких частот. Teen Hi-Fi C5 более глухие и не такие певучие. Если бы я выбирал на слух, то предпочел бы именно Uranus из-за их особой музыкальности, комфорта и аналоговой теплоты. По источникам, чем он будет точнее и аналитичнее, тем, конечно же, лучше.
Разбирая по частотам, здесь жирненький такой обволакивающий бас, летая в достаточной мере выразительная середина и слегка задвинутые высокие частоты. На слух все цельно, естественно, равномерно и просто до безобразия мелодично. Музыка словно рисуется широкими мазками, не сильно уходя в детализацию, но прекрасно подчеркивая макрочасть и строя крупные такие естественные образы. Какой-то сверхмощности для их раскачки не требуется, по стилистике стоит избегать лишь требовательных прорисовки, разделению и акустической точности жанров. Это однозначно не лучший вариант для быстрого металла, академической или сложной джазовой музыки. А вот клубный джаз, блюз, рок, поп, электроника или, например, фьюжн раскроются на 100%. Передать мелодическую составляющую, харизматичность вокала или же подсветить эмоции – это Уранус получается лучше всего. Итогом динамические наушники ТК-ЗК Уранус удобно сидят. Кабели насадки с комплектом меня тоже порадовали, как и универсальность их настройки. Звучат они по большому счету цельно, тепло и просто до магнетичности приятно. Верха немного отведены на второй план, бас сочный, глубокий, а середина выразительная и довольно-таки певучая. Их реально хочется слушать. Причем ни разу не заметил излишней резкости или каких-то искажений. Все комфортно, насыщенно и прямо зажигательно. Из минусов назову далеко не лучшую детализацию и разделение, да и оркестр передать они, к сожалению, не в силах. Зато звук объемный, глубокий и просто сверхмелодичный. Мне лично эти наушники понравились гораздо больше, чем Teen Hi-Fi C5 и новенький Zero от HZ Sound. Для своей цены это прямо очень достойно. А на этом у меня все. Это были наушники ТК-ЗК Уранус. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра. Я знаю, что не ТК-ЗК, но мне это больше нравится, чем TK-ZK. ТК-ЗК Уранус, друзья. Всем пока.